Сегодня много полезной информации для успешного выращивания батата. Рассматриваем почвы, место посадки, как и когда высаживать батат, а также поливы и удобрения. И изучим эффективную в умеренной зоне технологию выращивания этого овоща. Начнем с почв. Так вот, в плане почв батат это достаточно универсальная культура и может расти на разных их разновидностях. Самое главное, чтобы они были рыхлыми. Но лучше всего батат удается на плодородных супесчаных и легко суглинистых почвах. Можно вырастить и на песчаных, но тут уже придется поливать его почаще. А вот тяжелые суглинки и глины для батата не подходят. Они очень плотные, и урожайность на них этой культуры будет низкая. Ну, чтобы так было удобно и легко понять, подходит ли почва на вашем участке под выращивание батата, обратите внимание на картофель. Если у вас картофель удается хорошо, то и с бататом у вас все получится. Тем более, что у этих растений, у обычного картофеля и батата, близкие требования к агрохимическим свойствам почв. Оба они любят близкую к нейтральным или слабокислую реакцию почв и любят повышенное содержание в почве калия. Батат – это растение открытых пространств и любит, чтобы солнце было в течение всего светового дня. Только в этих условиях можно получить максимальный урожай его корневых клубней. Затенение в течение 2-3 часов может несколько снизить урожайность, а вот уже полутень снизит ее заметно. А в полной тени об урожайности корневых клубней батата не может быть и речи, поэтому подбирайте соответствующий хороший освещенный участок. Участок под посадку батата готовят заранее, еще в конце лета или осенью. После уборки предшественника, а в качестве него может служить практически любая привычная нам огородная культура, желательно ранняя и не оставляющая после себя большого количества растительных остатков, как, например, после кукурузы или капусты. Да, всегда остаются толстые стебли, листья, которые очень долго перегнивают, еще даже и весной, а вот эти вот процессы гниения в почве батату не понравятся. Так вот, после уборки предшественника на этот участок желательно внести какие-либо, например, комплексные минеральные удобрения. Или если вам не нравятся минеральные, можно внести органические, хорошо перепревший навоз, компост, можно добавить древесной золы. Все это закультивировать и высеять сидират. А вот в качестве сидирата может служить, например, горчица, редька или какая-либо зерновая яровая культура. После того, как сидират отрастет, скажем, через месяц, его можно запахать на этом участке или там перекопать и оставить этот участок уже до весны. Если участок заранее подготовить не удалось, то весной просто перекопайте его. При малоплодородной почве можно внести комплексное удобрение, то есть азот, фосфор и калий, в такой же дозе, как и под обычный картофель. А вот органические удобрения, такие как навоз, перегной, компосты, весной под посадку батата не вносят. А это значит, что придется соорудить узкие, скажем так, возвышенные гребни. Если высаживать батат вот по этому гребню в один ряд, то его ширина должна составить примерно 40-50 сантиметров. А если высаживать в 2 ряда, то 70-80. Расстояние между центрами этих гребней, соседних гребней, при однорядной посадке должно быть примерно около метра. А при двурядной посадке расстояние между центрами будет больше 1,20 м, 1,40 м. Конечно, все эти вот параметры недостаточно условные и могут быть немного большими или немного меньшими. Так что же дает вот именно такая посадка батата? Дело в том, что вот эти узкие гряды гораздо лучше пригреваются по сравнению с плоскими грядами. И температура в этих гребнях гораздо выше. Особенно если расположить их с севера на юг. То есть сначала прогревается одна сторона этого гребня до обеда, а после обеда солнце прогревается другая сторона. Кроме того, вот эти узкие гряды не позволяют растению батата раскидывать свои корневые клубни куда-то в стороны. И в итоге урожай формируется гораздо компактнее. И убирать его тоже будет удобнее. По своему личному опыту скажу, что однорядная посадка, то есть более узкие гребни, гораздо эффективны в плане теплонакопления и компактности урожая. Далее, и это ключевой момент, мы устилаем почву на наших грядах сверху прозрачной пленкой.
Да, именно прозрачная пленка, если вы выращиваете батат в средней полосе умеренной зоны или северней, потому что только этот материал способен создать парниковый эффект, который сам по себе очень быстро и эффективно разогреет не только почву вот в этом нашем гребне, но и почву в гораздо более глубоких слоях. Кроме того, пленка еще сохраняет это тепло и сохраняет влагу в нашей грядке. И тут не стоит беспокоиться, что из-за парникового эффекта корням батата будет слишком жарко. Да, самая высокая температура будет находиться в верхних слоях почвы, когда корни батата будут находиться в более глубоких, и им там температура будет комфортная. А вот в более южных районах, где солнце и так само по себе активное, парниковый эффект для разогрева не нужен и может быть даже быть вреден для корней батата. Поэтому там прозрачную пленку заменяют черной пленкой или черным спанбондом, что тоже позволяет сохранить как тепло, так и влагу. Не стоит переживать, что под прозрачной пленкой начнут активно расти сорняки. Да, они поначалу начнут там активно расти, но так как они будут находиться в зоне под самой пленкой, где максимум температуры, рост их будет угнетаться, а после того, как батат еще и перекроет своими листьями этим сорнякам солнечный свет, они в итоге и вовсе погибнут. Грядки устилаем пленкой за несколько дней до высадки рассады нашего овоща. Так почва успеет хорошо прогреться. Края пленки, чтобы ее там не сдувало ветром, можно прижать досками или просто даже прикопать, ведь она останется на этих грядах вплоть до уборки батата. В умеренной зоне рассаду батата высаживают тогда, когда минует угроза заморозков. При этом ночная температура должна редко опускаться ниже плюс 10 градусов Цельсия, а дневная периодически превышать 20 градусов Цельсия. Но вот в условиях Беларуси вот этот период наступает примерно в конце мая, начало июня. Высаживаем в почву с температурой плюс 15 градусов и выше. Такая температура легко достигается, если почва у вас как раз таки и укрыта прозрачной пленкой. В целом, помочь определить сроки высадки батата могут огурцы. Если мы уже огурцы высаживаем, скажем так, на грядку под легкое укрытие, то и батат высаживать тоже можно. Посадку батата осуществляют черенками длиной 20-30 см. Идеально, если в них будут небольшие корешки, там от нескольких миллиметров длиной до 2 см. Можно посадить черенки из длинной корневой системы, но при этом часто образуются клубни такой витиеватой формы. А можно и вовсе посадить черенок без корневой системы. Корни уже образуются потом, после посадки, но при этом нужно строго следить, чтобы почва была первое время постоянная и такая хорошо увлажненная. Для посадки в пленке, которой укрыты наши гребни, мы делаем отверстия. Можно просто крестиком, или можно вырезать такой кружок. Расстояние между отверстиями, а следовательно и расстояние между будущими нашими растениями батата должно быть примерно сантиметров 35. Это такой универсальный показатель для посадки большинства сортов батата. Черенок нужно посадить под наклоном, заглубив в почву примерно 2-3 узла, где и будут образовываться корешки. И потом, соответственно, корневые клубни. Вот такой наклонная посадка, она гораздо более эффективна в плане урожайности по сравнению с вертикальной посадкой. После того, как посадка закончена, над всей этой грядкой можно соорудить легкое укрытие, например, поставить дуги и натянуть белый спанбонд. Это позволит первое время сохранять дополнительное тепло, ну и не даст палящим лучам солнца повредить листья, пока наши вот эти молодые растения хорошенько не укоренятся. А в дальнейшем это вот верхнее укрытие можно будет и снять. В процессе роста батат образует длинные побеги, плети, которые в месте контакта с почвой могут укореняться. И растение пытается образовать корневые клубни как в месте посадки, так и в месте укоренения плетей. В итоге у него это получается, но клубни выходят очень мелкие, и такой урожай вам не понравится. Поэтому вот этого укоренения плетей нужно избегать. Для этого междурядья необходимо замульчировать той же самой пленкой, например, или периодически шевелить эти же самые плети для того, чтобы укоренение не произошло. Батат – большой любитель влаги, но легко выдержит ее недостаток и даже засуху. Но хорошего урожая при этом не ждите. В общем-то и тогда, когда этой влаги слишком много. В процессе своего роста это растение требует постоянно и умеренно увлажненной почвы, и это залог хорошего урожая.
Идеально, если вы сделаете капельный полив. И этот полив можно уложить на почву как под пленку, так и сверху на пленку. Но если плантация батата у вас небольшая, то можно обойтись поливами из обычной лейки. Но поливы должны быть регулярными, примерно один раз в 2-4 дня, в зависимости от погодных условий и подсыхания почвы под растением. И не забудьте, что примерно за 7-10 дней до уборки этого овоща поливы нужно полностью прекратить. Батат отличается буйным ростом и легко накапливает большое количество корней, стеблей и листьев, поэтому его нужно обеспечить хорошим питанием. Это достигается прежде всего качественной подготовкой участка под батат еще с прошлого года. Если вы все сделали правильно, внесли достаточное количество удобрений, исходя из вашей почвы, то в процессе роста этого растения потребуется всего лишь несколько подкормок, а то и вовсе можно будет обойтись без них. Первая подкормка делается примерно через 10 дней после посадки этого растения, и это может быть комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор, калий, и, возможно, микроэлементы. Все это растворяется и поливается под корень или по листьям, в зависимости от вида вашего удобрения, и, соответственно, действовать нужно по инструкции. При дальнейших подкормках нам нужно исключить азотное удобрение, потому что азот стимулирует рост этой зеленой массы листьев и стеблей, а нам все-таки нужны корневые клубни. Поэтому подкармливаем калием и фосфором, а самую последнюю подкормку, где-то примерно в августе, во второй половине, можно произвести только калием. Именно калий способствует росту корневых клубней, а в этот период они как раз таки и увеличиваются в размерах, в общем-то увеличивается урожай и его качество. Надо отметить, что в умеренной зоне пока не выявлено широкого распространения каких-либо болезней батата. Да, встречаются корневые гнили, заболевания клубней, но все это имеет такой локальный характер и не имеет массовости. А вот наши местные вредители, к которым мы уже давно привыкли, например, майский хрущ и проволочник, могут существенно подпортить урожай корневых клубней. И мышь, если поселится в гребне, в котором выращивается батат, то тоже будет подгрызать корни этого овоща. Борьба с этими вредителями стандартная. А вот колорадскому жуку батат совершенно не интересен. Также не выявлено заболевание батата фитофторой. Все это говорит о том, что батат можно выращивать без применения какой-либо химии. То есть его можно получить полностью экологически чистым.